Совсем недавно я поймал себя на мысли, что за последние 2 года я смотрю даже слишком много фильмов, где многие события сняты одним общим дублем. Если с чем-то и можно сравнить кино, так это с театром и их постановками. Разница лишь в том, что игра актеров на кинопленке зафиксирована, и точка зрения не ограничена местом номер 5 в третьем ряду портера. В театре ошибки вещь крайне редкая, актеры запоминают катастрофические объемы текста, а режиссер следит за общей картиной на сцене, поэтому погружение сильнее некуда. Однако в кино, как по мне, концепт цельности театра улучшили, и немалую роль в этом сыграла именно съемка одним кадром. В чем магия такого приема, я для себя сформулировал быстро. Он добавляет реалистичности и не отвлекает на что-то еще, чем погружает в тебя еще сильнее. Допустим, драка из фильма «Бёрдман». Я посмотрел этот фильм совсем недавно и впечатлился. Смотрите, вместо того, чтобы делать склейку на реакцию статистов, оператор просто наводит на них камеру, а потом обратно. И эффект получается совсем другой. Нас не отрезают от действия ненужной склейкой, а дают почувствовать себя непосредственно участниками этого события. Точка зрения сменяется на место в зале, на место на сцене, рядом с актерами. В фильме такого полно, есть примеры гораздо более впечатляющие, однако я не хочу восславлять режиссера или оператора, или уходить в технические детали минут на 30, объясняя, как это снято. Мне это не интересно. Я хочу просто вместе с вами вспомнить свои самые любимые сцены, где происходящее снято как бы, или действительно одним общим дублем, и попробовать понять, как сильно это влияет на восприятие, и какие эффекты достигаются из-за этого при просмотре. Магия съемки одним кадром. С места в карьер. Лоуренс Аравийский. Это фильм, который вы в лучшем случае видели в каком-нибудь топе величайших фильмов в истории, но не просто же так он там находится. Я захотел посмотреть его после очередной подборки самых красивых кадров в истории, и там был этот кадр. Среди других представленных работ он меня впечатлил сильнее всего. Я совру, если скажу, что я был в восторге от фильма, потому что я был впечатлен гораздо сильнее слова «восторг». Сюжет, и его важно коснуться, повествует не столько о Лоуренсе Аравийском, как историческом персонаже, скорее разбирает моральное падение человека через призму войны, искажение восприятия действительности и, пусть кинофилы назовут меня банальным, через безумие. Длительность некоторых планов превращает фильм больше в движущиеся полотна, каждый из которых даже в отрыве от происходящего содержит в себе свой сюжет и свою драматургию, что отражает внутреннее состояние персонажа через цвета, пейзажи, но никак не слова. Это дорогого стоит. В фильме не так много съемок именно одним общим планом, который я хочу вспомнить. Они часто прерываются на реакцию героев или пейзажи или что-нибудь еще третьестепенное. Однако один только этот кадр, где герои напряженно ждут приезда незваного гостя, я думаю, в целом комментарий излишне. И такого в фильме 3,5 часа хронометража. Ну и далеко не отходя от темы войны, 1917. Этот фильм может поймать в ловушку, когда вы думаете, что он намеренно снят одним общим дублем и всячески от вас скрывает, что в нем вообще есть склейки. Но на деле именно склейки в нем поданы максимально правильно и добавляют глубины. Забегая вперед, почти каждая сцена в этом видео будет больше про экшен, однако 1917 случай особенный. В нем едва ли начинается 5 перестрелок за 2 часа, однако каждая из них подана максимально правильно. Весь фильм — это краткое пособие, как сделать правильное напряжение и беспокойное ожидание следующего шага. Камера закрепляется за главным героем, следуя по пятам, как в God of War, например. Это называется tracking shot, то есть следящая камера. И поэтому любое событие, происходящее с героем, ощущается как и происходящее отчасти со зрителем. Самое впечатлившее меня, и думаю многих из тех, кто смотрел 1917, это сцена, в которой главный герой, Шофилд, ведет перестрелку со снайпером на вышке, подходит к нему вплотную, и они оба стреляют друг другу в упор. Один падает с лестницы, а другой умирает. И в момент пробуждения меняются правила игры. Это самая заметная склейка в фильме, она же производит наибольшее впечатление, потому что... вот. Музыка, операторская работа, режиссерская постановка и игра актеров все совмещается в один план, от которого взгляд не оторвать. Я не просто так назвал музыку самой первой, она наравне со звуком очень важна. Сцену можно посмотреть без картинки, но все равно понять, что происходит, если есть звук, который сделан качественно. Для этого существуют фильмы Кристофера Нолана. Причина, по которой мне нельзя добавить довод в это видео полноценно, в нем почти нет сцен, снятых с одной точки зрения. Если что-то взрывается или, о боже, кто-то разговаривает, то пусть это будет снято с 5 камер на 3 разных континентах.
Иначе никак. Что все же имеет свой шарм, но мы здесь немного не об этом. Но вот этот кадр с бегущим протагонистом, он меня впечатлил. Из-за того ли, что все вокруг тряслось, когда я смотрел в кинотеатре, или из-за того, как натурально бежит актер, а может из-за всего сразу, но все же этот момент и звук из открывающей сцены фильма в опере меня впечатляет даже спустя 1,5 года. Но еще лучше со звуком в фильме «Дюнкерк». Он тоже не про длинные планы, но я сейчас просто пущу вам звук без картинки, и вы все равно поймете, что происходит. И почему это важно иметь хорошее звучание. Главный вопрос у вас сейчас: а что ты перешел на обсуждение какого-то там звука и отвлекся от обсуждения длинных планов? Ты название видео видел, Леш? Да? Мне кажется, что главное преимущество съемки следящей камеры — это возможность именно охватить сразу все происходящее. И про звук здесь я не просто так упомянул. В сериале «Мистер Робот» есть одна сцена, сейчас будут небольшие спойлеры, в которой главный герой идет в притон, и камера всю дорогу от машины до дивана в доме следует за ним. Наше восприятие, как и восприятие героя, у которого ломка, оказывается подвластно всему, кроме его собственного сознания. В момент, когда случайная девушка накачивает его наркотиками, мы оказываемся отрешенными от остального мира, как и он сам, хотя в соседней комнате начинается перестрелка. А после, когда стреляют и в девушку, и в героя, мы как будто тоже падаем замертво, вокруг наверняка все кричат, паника, но наше внимание фокусируется на прогнозе погоды. И звук, и события в сцене дополняют друг друга. Еще один пример, в котором можно четко выделить что-то одно, это сериал «Настоящий детектив». Конкретно его 4-й эпизод и сцена в конце. Она снята тоже по методике трекинг-шот, однако в ней самое главное не звук, игра актеров или музыкальное сопровождение, которого, к слову, нет, а именно то, что эта сцена значит для сюжета. Главное, что стоит знать, это то, что Раст Коул, он же Мэтью МакКонахи, влился в банду байкеров, чтобы допросить вот этого бардача. Это все, разумеется, происходит в рамках одного крупного расследования, и все это нужно для него, а, соответственно, до этого было уже 3 эпизода, в которых герои сталкиваются с кучей самого разного неприятного булщита. И весь эпизод, момент приватного разговора этих двух, кажется все маловероятнее, пока они не оказываются в ситуации, где в суматохе Коулу удается его схватить, и под обстрелом, стрессом и постоянным риском получить по спине битой, что в один момент даже происходит, он пытается добраться до безопасного места, доведя с собой еще одного человека. В 6-минутной сцене раскрывается весь потенциал слова «кульминация». Если вы эту часть серии смотрели, вжавшись в диван или даже брови не поведя, я вам не поверю. Но есть в этом мире такие сцены, где съемка одним кадром нужна совсем не чтобы двигать сюжет, разве что чуть-чуть, а чтобы просто ощутить то, что происходит на экране. Я говорю про «Миссия невыполнима» Fallout, потому что, черт возьми, ни одного видео без Fallout. Мало того, что это просто лучшая «Миссия невыполнима» и точка, на которую я в свое время аж сходил 4 раза в кинотеатр, и просто волшебство. Каждый раз я был один в кинозале. Так еще и ладно бы я от скуки все это делал. Нет, каждый раз я буквально в кресло вжимался от того, что на экране происходит. В фильме много безумных трюков и рискования своей жизнью Томом Крузом, но одна из самых впечатляющих сцен — это сцена с прыжком Хейла. За короткое время она мало того, что по-хорошему поражает опасностью, так еще и успевает напугать, включить тебе в волнение и в конце довести все до впечатляющего исхода. Идя в кино, я про этот сегмент вообще ничего не знал, но уже по выходу из кинотеатра я прочитал, что Том Круз, вдумайтесь, делал этот прыжок больше 100 раз, а вместе с ним и оператор. Вот это я понимаю самоотдача. Еще одна сцена из совсем недавнего сериала «Локи» покажет, что не только нагнетение саспенса через длинный план играет важную роль, но и то, к чему он, собственно, нагнетает. В конце 3-й серии, в большинстве своем состоящей из диалогов, герои, оказавшиеся в неприятной ситуации, считай, оказавшись на планете, из которой нельзя выбраться, и на которой сейчас через 2 часа полета и Луна, таки добираются до корабля, на котором можно с нее выбраться. До запуска 5 минут, и всеми силами они, пробегая через разрушающиеся улицы, пытаются добраться хотя бы до ворот, ведущих к нему. Почти 4 минуты непрекращающегося экшена с высочайшими ставками, потому что Локи меня по-хорошему так удивил своей непредсказуемостью. И вот, добрались до ворот, и... на корабль падает кусок Луны. И это не самое крутое. А потом титры. Ждите новый эпизод через неделю. Парадокс. В серии, которая совсем не про экшен, смогли сделать лучший клиффхенгер за весь сериал. А он ими насыщен каждую серию. И все это просто не прерывая действия склейками. По традиции таких видео в конец ставится что-то самое лучшее, самое впечатлившее, но так это все-таки никакой не топ, это больше видео-эссе, я надеюсь. Поэтому я поставлю под конец то, что получится, если все вот эти вот эффекты, которые я писал ранее, объединить в одно. Кадры полотна, смена правил игры, кульминация, ощущение присутствия внутри фильма, звук и сюжетная привязка к происходящему, я все выписал. Все это
Фильм «Искупление» и его 5-минутная сцена в Дюнкерке. Фильм, чтобы вы понимали, вообще не про войну, точнее, скорее не про войну, но авторы приложили невероятные усилия, чтобы воплотить все это на экране, потому что все, что вы видите в кадре, снято без использования спецэффектов. Колесо обозрения, затонувший корабль, здания, тысячи статистов и постоянные действия в кадре — все это настоящее и почти осязаемое. Оператор почти на всю сцену отвлекается от главного героя и идет гулять по пляжу, просто чтобы показать людей, отчаявшихся, но продолжающих верить, поющих, пьющих, вновь и вновь переживающих то страшное, что с ними случилось. Но все равно, весь пляж как будто застыл в невесомой гармонии, как бы кто ни дрался или стрелял. Сейчас есть только они и волшебный закат, и они творят на экране самую настоящую магию. У меня все. У меня есть еще что об этом поговорить, но пока все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Главный вопрос у вас сейчас, а чё ты отвлекся на...